Как мы все с вами следили и наблюдали, наверное, вы тоже, что у нас прошли президентские выборы в стране в последнее время, и на которых победил исламский кандидат, и в течение завтрашнего дня будет принести присягу. Соответственно, 1 июля, то есть в воскресенье, у нас будет новоизбранный президент в стране. Таким образом, 1 июля власть в стране передается с Высшего Совета Вооруженных Сил в стране в руки гражданского руководства, которое станет первым избранным президентом после революции в стране. И остается лишь подготовки новой конституции в стране, по поводу которой сейчас ведется работа. И далее у нас формирование нового правительства, по поводу которого также сейчас идут переговоры с различными представителями и в нашей стране политическими деятелями. И как мы знаем, что после революции египетская экономика несколько расшаталась после этой революции, и у нас резервы сильно снизились, а также биржа Египта, египетский индекс, очень много потеряли в течение этого времени после революции. Но то, что очень интересно, и для нас был очень приятный сюрприз, что после обнародования результатов выборов и после объявления победы данного кандидата на президентских выборах, египетский индекс набрал очень много очков и повысился на небывалом даже уровне. В течение 3 дней, то есть со дня обнародования результатов выборов, египетская биржа заручилась прибылью в сумме 32 миллиарда египетских фунтов. И в первый день обнародования результатов выборов египетский индекс поднялся на небывалый уровень в течение его истории. Соответственно, по оценкам экспертов, египетская биржа, египетский индекс компенсировал 25% за 3 дня, 25% своих потерь со дня начала революции. Соответственно, пожалуй, могу сказать, что это лучший показатель того, что сейчас в стране есть очень сильный оптимизм, что народ принимает результаты выборов с большими надеждами, с большой уверенностью, что мы идем в правильное направление. И если вы смотрели египетское телевидение в день обнародования результатов египетских выборов, вы увидели бы, что на разные площади египетских городов вышли не тысячи людей, а миллионы людей, которые радовались именно, что мы могли провести демократические выборы. У нас уже есть первоизбранные на свободных выборах президент страны после революции. И здесь я приступаю к третьему моменту, о котором я тоже хотел с вами поговорить сегодня. Это относительно двусторонних отношений между Египтом и Российской Федерацией в различных сферах. И здесь, в частности, я хотел бы говорить об одной из важных этих сфер. Я много читал и слышал в последнее время о том, что существует и есть очень много опасений у различных представителей российского общества относительно того, что будет происходить с туризмом в свете новой политической ситуации в стране. Но могу сказать, что наблюдая за тем, что происходит сейчас на экономическом рынке, на бирже в основном, могу говорить, что все эти опасения сейчас не имеют основания, не имеют такого сильного основания быть, особенно те опасения, которые распространялись в последние 2-3 месяца. И как вы знаете, несколько недель назад египетское правительство приняло решение об отмене стоимости виз для русских туристов, которые посещать будут нашу страну. Ну, полагаю, когда правительство приняло данное решение, приняло с учетом того, что или с уверенностью, что турпоток в стране не будет останавливаться, наоборот, будет увеличиваться, и в поддержку этого данного турпотока такое решение было принято. И здесь еще раз повторяю, что до конца августа русские туристы, которые прибывают в нашу страну, будет получать визу бесплатно, то есть никакой оплаты за визу не должны взимать или получить египетские органы или турфирмы, которые будет направлять туристов туда, в нашу страну. Соответственно, вы прибываете, получаете визу бесплатно. Мы искренне надеемся и верим, что в скорейшем времени ситуация, политическая, социальная ситуация в Египте нормализуется, и страна по-прежнему будет рада всем
туристам со всего мира. Действительно, Египет популярная дестинация на российском рынке. В прошлом году 1 миллион 450 тысяч российских туристов посетили Египет. В этом году поток стал активно восстанавливаться. Особенно активно рост турпотока был в первом квартале этого года. Но пока, конечно, мы не можем говорить о том, что он достиг объемов 2010 года. Для нас ведь важно что? Чтобы те кризисные явления, которые происходят в настоящее время в Египте, никак не повлияли на ослабление контроля со стороны государства за безопасностью и качеством предоставляемых услуг. С этой целью мы создали специальную комиссию по безопасности с нашими египетскими коллегами из Министерства туризма. И постоянно мониторим ситуацию над тем, что происходит в настоящее время на курортах. Новоизбранный президент после обнародования результатов выборов он выступил с обращением к народу. В данной речи он конкретизировал общие черты политики, которые будет ведется во время его правления. В данном выступлении президент четко, без двусмыслия определил и подтвердил, что Египет будет уважать все международные договоры, которые заключены с другими странами, и будет уважать все свои обязательства с международным сообществом. И господин президент в своем выступлении четко на арабском ясном языке заявил и дал это заявление, чтобы не было повода для какого-то трактования или толкования его слова, то есть слова не несли двойсмысла, наоборот, были прямым, четким, ярким текстом. Египет уважает свои международные договоры и свои обязательства и будет придерживаться ими. Естественно, переход нового президента и переход новой администрации в стране требует пересмотрения каких-то моментов внутри страны и тоже во внешней политике страны. Имя нового посла Египта в Российской Федерации уже известно, его зовут Махмуд Эль-Диб, уже одобрена его кандидатура, будет в Российской Федерации в начале сентября текущего года.